Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из ВКонтакте в CRM-систему GetCourse. Это нужно, чтобы передавать лиды по форме сбора заявок из ВКонтакте в другие системы. Например, в GetCourse создавать новые заказы, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. На этом этапе необходимо указать действие. Если вы хотите получать новые лиды, выбираем действие «Загрузить лиды New». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. На этом этапе вам необходимо отметить группы, которым вы хотите предоставить доступ. Именно в этих группах у вас должно быть добавлено приложение «Форма сбора заявок». Именно по этой форме наша система сможет получать новые лиды. После того, как вы предоставили доступ, это окно можно закрыть. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу. Далее вам необходимо отметить галочкой формы, по которой вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем текущим и новым формам автоматически, ставим соответствующую галочку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет, перейдите к вашей форме и заполните тестовую заявку. После того, как вы оставите заявку, перейдите обратно в сервис Apex Drive и нажмите «Загрузить тестовые данные из ВКонтакте». Когда лид отобразится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите, чтобы при каждом новом лиде из ВКонтакте создавалась новая сделка, выбираем «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetCourse к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать домен и API-ключ. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет GetCourse. В адресной строке копируем ваше доменное имя без дополнительных символов. Для того, чтобы получить ключ API, вам необходимо перейти по ссылке, пример которой находится в нашей справке. Вместо «Ваш аккаунт» вам необходимо указать ваше доменное имя в сервисе GetCourse. В этом разделе вам необходимо скопировать API-ключ и вставить его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля для создания новой сделки в сервисе GetCourse. В эти поля вы можете назначить переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка,
но и прописывать значения вручную, если для заполнения необходимых полей у вас нет данных из ВКонтакте. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetCourse в качестве сделок при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». После успешной отправки переходим в GetCourse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных GetCourse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!